Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Сегодня я хочу поговорить о том, вернее сказать вам то, что я не являюсь каким-то заинтересованным лицом в том, чтобы всех русских агитировать за то, чтобы они поехали жить в Сербию, переехали из России жить в Сербию. Это абсолютно не так. Я не занимаюсь недвижимостью, я не занимаюсь помогаторством, я никакой прибыли с этого не имею. Мой канал не агитационный ни в коем случае. Мой канал рассказывает о моей жизни после переезда из России в Сербию, о том, как живется здесь мне. То есть я вас знакомлю лично только со своим мнением и со своей жизнью. Еще раз повторяю, мне в Сербии нравится. За 5 месяцев, как мы переехали сюда жить, я не поменяла свое мнение, мне также продолжает здесь нравиться жить. Вот, и немножечко я все-таки хочу уделить внимание тем комментам, которые пишутся о том, что я говорю неправду, вот, что здесь очень плохо жить и так далее. Это ваше, так же, как и мое личное мнение, это ваше личное мнение. Вот, я всегда говорю, все относительно. Если кому-то продукты в Лидле дорого, как мне пишут, что очень дорого там, то, ну, дорого, да, наверное. Мне недорого. Я сравниваю с ценами, которые я тратила в Подмосковье, живя. То есть это те же самые цены. Поэтому спорить это настолько бессмысленно абсолютно. Я этого делать больше не буду. Более того, я всегда на своем канале озвучиваю цены и всегда говорю, что люди не глупые, все могут вычесть 20% от стоимости, которую я показываю, сколько продукты стоят в том же Лидле, например, и сравнить их со своими ценами, там, где они живут. Мне написала вот женщина, она из Москвы, но я хочу напомнить, что Москва – это еще не вся Россия, далеко не вся Россия. Есть множество других городов, множество других областей, районов, где люди живут совсем по-другому, не так, как в Москве. Поэтому пропихивать какое-то свое мнение там с какой-то стороны дороже, не дороже, не имеет никакого смысла абсолютно. И вообще тему обсуждения продуктов я, пожалуй, больше обсуждать не буду, потому что она, ну, скажем так, скучная, неинтересная и вообще неблагодарная, потому что каждый пытается мне написать о том, что вы неправду говорите, тут дороже. Я сделаю вообще более умнее. Недавно мой сын нашел ссылку на сайт, на государственный сайт, где есть собраны все магазины Сербии. И вы, зайдя туда по ссылке, можете отследить все цены на любой день, то есть на каждый день, в любом магазине Сербии. Я ссылочку оставлю в описании. Я просто не уверена, что она будет открываться из России. Вот это не могу точно сказать. Но я ее все-таки оставлю. И, пожалуйста, заходите, смотрите, сколько что стоит. И с продуктами, пожалуй, на своем канале я закончу. Больше не хочу обсуждать эту тему. Вот, если у кого-то будут просьбы какие-то конкретно, просто просьба посмотреть, сколько что стоит, я это сделаю, пожалуйста, с удовольствием. Но больше комментировать какие-то там продукты я не буду. Ну, вот здесь опять же про цены. Масло в магазине Lidl стоит 350 динар. Ну, я уже и сказала, я к этой теме больше возвращаться не буду. Я скину вам ссылочку, и вы сами сможете заходить туда и смотреть, какие цены где. И сравнивать цены с российскими. Потому что Россия большая, цены везде разные. Например, у нас в Лидле я беру масло сливочное по 240 динар, а не 350, как здесь вот женщина пишет. Поэтому, ну, бесполезно спорить. Дальше, значит, здесь еще есть мнение этого же человека о том, что медицина в Сербии плохая. Личный опыт каждого человека, конечно, может быть разным абсолютно. Я же рассказываю на своем канале, напоминаю о своем опыте. Я пока здесь лечила зубы, и мне медицина Сербии в плане стоматологии очень-очень нравится. Я не перестану это повторять. Медицина значительно сильнее, чем в России. И цены дешевле. То есть мало того, что здесь платная стоматология дешевле, чем в России бесплатная. Вот бесплатная вот такая стоматология в России. Здесь она платная и дешевле. Я, наверное, и не
ожидаю каких-то больших наград за то, что я сюда переехала. Поймите одно, за то, что вы сюда переехали, вам никто ничего не должен. Вы не совершили какой-то подвиг, вы просто поменяли место жительства с одной стороны на другую. И здесь вы уже пока не граждане, вы только имеете ВНЖ, вид на жительство. Поэтому вам здесь никто ничем не обязан. И если вы не будете стремиться здесь стать полноценными гражданами, обладать такими же правами, а для этого нужно работать здесь, приносить какую-то стране пользу, а не просто продолжать жить, работать на Россию и не изучать сербский язык и при этом сидеть и сожалеть, как здесь все плохо, то вам страна тоже ничем не обязана. Нужно это понимать. У нас сегодня опять солнышко, голубое ясное небо. Вот такая красота. Хочу показать интересные такие деревья. У них у стволов отпадает со временем кора, и они становятся практически белые. Вот так это выглядит. Здесь в тени еще не очень сильно видно, потому что тень падает, но вообще они почти белые, светло-светло-серые. И вот тоже рядом. Вот внизу еще есть кора, а дальше ее уже нет. Вот видно, что она отпадает. Что это за деревья, я не знаю. Может быть, тополя. Вот, пожалуйста, в центре Ниша есть рыбный магазин. Написано «Рибарница». Это рыбный магазин. Свежая рыба. Вот. Свежая рыба. Вот рядышком написано. Мы туда внутрь не заходили, но магазинчик, видно, не совсем такой махонький. Поэтому думаю, что там выбор есть рыбы. И, кстати говоря, рядом с ним написано «Божур». Это менячница. Если кто не знал, в Сербии есть сеть таких менячниц «Божур», и там очень выгодный курс. Можно поменять евро или доллары на динары. Мы всегда меняем там, потому что там курс, оказывается, всегда самый лучший по городу. Пойдем зайдем на рынок. Хотим орешков грецких купить. Здесь очень хороший рынок. Небольшой, но можно купить все, что нужно. Вот, пожалуйста, яйца по 14 динар, по 18, по 17. Цены разные, есть и по 22. Мы пришли снова в Медиану. Теперь уже для того, чтобы не получить разрешение на продажу моих работ, а продлить на январь месяц. А это лежат бланки различные на получение различных разрешений. Там я видела и на продажу печатной продукции, на продажу бензина, продуктов, на продажу, вот как у меня, разрешение на торговлю картинами, киоски, в которых тоже всякое разное продается, не только печатная продукция. В общем, чего там только нет. На проведение манифестаций. В общем, много-много всего. Все эти разрешения вот получают в администрации города Ниш таким же образом, как получали мы разрешение на продажу картин.
А вот университет медицинский в нише, где в том числе обучают и на стоматологов. На площади Краля Милана поставили вот такие вот палаточки. Видимо, к Новому году что-то будут там продавать новогоднее. Может, еду даже какую-то. Елочку искусственную. Конус, вернее, конус елка. Вот, и, в общем, такие домики. Что-то, наверное, здесь будет интересное на Новый год. Вот такая наша милота спит на коврике компьютерном. Сегодня я буду заканчивать еще одну свою работу. Она написана маслом. Сегодня я ее, скорее всего, уже закончу. Еще одну свою работу. Теперь она будет стоять сохнуть. Она опять маслом написано, значит, сохнуть будет, ну, дней 10, наверное, точно. Вот, потом оформлю ее в раму и на продажу. Сейчас буду готовить следующий холст. Закреплю его на планшете. И завтра начну рисовать еще одну картину. Подцепить надо. Вот на таких холстах я рисую. Ну, у меня есть, конечно, и на подрамнике. Сейчас пока я использую в основном холст на картоне. Вот этот холст на картоне тоже, как понятно, да, что привезен из России. Это гамма. Холст грунтованный на картоне. Размер у него 40 на 50. Сейчас я его буду закреплять на планшете. У меня два таких планшетика. Один вот этот самый большой и один поменьше есть для более мелких холстов. Креплю я его малярным скотчем.
повыше сделаю, так по росту мне удобнее будет. Дам такую аккуратненькую, ровную рамочку. То есть, когда будет уже все нарисовано, то здесь останется такой белый кантик аккуратный. Поэтому его надо сделать ровненько. Не нужно, чтобы он прям вот хорошо прилегал вот так вот плотно. Иначе туда краска будет попадать, и кантик не полностью будет белый. Так. Все, холст закрепили. Сейчас покажу, какую картину я завтра планирую рисовать. У меня есть несколько вариантов, но пока я остановилась на одном. Если не передумаю за ночь, то буду ее рисовать. Вот так вот устанавливается планшет с холстиком с нашим на мольберт. Все, завтра будем рисовать новую картину. Здесь у меня есть еще подсветочка такая. Иногда она мне нужна. Сейчас пока я держу отключенной. Скорее всего, что я буду вот эту картину завтра рисовать. Но не факт. Я могу и передумать. Вариантов у меня много. Вот. Мне нравится еще вот этот ребенок замечательный с котенком. Ну, я, возможно, и ту нарисую, только очередность. Возможно, завтра девушку, а ребенка потом. В общем, милота, красота. Вариантов много. Вот это тоже девушка мне нравится. И вот это. В общем, до завтра я еще подумаю. Хочу с вами поделиться еще ощущением смога в нише, о котором нам уже давно начали писать. Комментарии писали еще начиная, наверное, с октября месяца. Уже стали писать про смог, о том, что мы здесь, наверное, задыхаемся. Вот. До 3 дней назад, еще буквально, смога мы так и не ощущали. Но сейчас действительно
стало понятно, что такое смог. Он чувствуется вот у нас в районе. Я уже объясняла, что Ниша имеет такого форму казана, то есть у него центр идет в низине, а дальше город так вот на возвышенности идет. И у нас квартира находится в том числе ближе к возвышенности. Мы не в центре самом живем. Вот. Поэтому весь смог от отопления домов уходит в центр, оседает. Я всегда проветриваю а, квартиру вечером перед сном и делала это буквально до 3 дней назад. Вот, открывала окно, всегда заходил свежий воздух, и я вспоминала те комментарии, которые пишут о том, что мы здесь задыхаемся, наверное, дышать нечем. И искренне удивлялась. Думаю, ну я не понимаю, но у нас чистый, свежий воздух, прохладный, хороший, свежий воздушек. Не понимаю, о чем люди говорят. Ну вот 3 дня назад вечером также мы открыли окно проветривать и почувствовали запах гари. То есть с улицы зашел воздух, конечно, который пахнет гарью. То есть это уже от отопления домов из труб. Да, сейчас мы уже понимаем, что такое смог, но вот в воздухе его не видно и не чувствуется, пока чувствуешь только запах, запах. А вот в центре, когда мы были, там прям даже немножко такой вот сизый воздух, непрозрачный, какой-то имеет такой вот мутность и сизость. То есть, конечно, там намного хуже ситуация. Вот мы пока ощущаем только запах, ну вот жженого чего-то, гари. Конечно, это неприятно. Но что хочу сказать, вот лично в нашем районе пока что это чувствуется только к вечеру ближе и ночью. Вот у меня сегодня котейка проснулся, я его выпустила на улицу, попросился. Вот, и я открывала дверь на лоджию и почувствовала, что да, запах все равно стоит, вот этот вот паленым гарью. И также это начинается вечером. Но я так думаю, что это по той причине, что люди на работе находятся, дома никто не отапливает днем, поэтому и запаха, соответственно, нет. А когда все возвращаются с работы домой, начинают топить, дом отапливать, и тогда он уже вот сильно начинает распространяться. То есть ближе к вечеру и ночь стоит неприятный запах паленого. Вот как мы сейчас ощущаем смог. Неприятно, конечно, но не могу сказать, что прям катастрофа какая-то. Днем его нет, как я уже сказала. И все-таки успокаивает то, что отопительный сезон в Сербии достаточно недолгий. То есть практически стали топить дома в полную силу в середине декабря. То есть если прикинуть так, январь, февраль, ну, это где-то 2,5, может быть, максимум 3 месяца. То есть это не тот, недолгий отопительный сезон, который прям вот, ну, живешь в нем постоянно. Вот, я надеюсь, что мы как-то его, неприятное это ощущение переживем. Вот, и если что-то будет меняться, я вам обязательно расскажу. Пока смог мы почувствовали вот таким образом.